В одном дачном поселке происходили грабежи. В межсезонье, пока домики пустовали, воровали все: лопаты, ведра и даже алюминиевые ложки и вилки. И хотя в поселке был сторож, толку от него было мало. Вечерами он обычно распивал алкоголь и ложился пьяный на свой продавленный диван. Сторожа звали Виктор, мужчина был сомнительного вида, но другие на такую работу не соглашались. Маленькая зарплата и место работы так себе. Надо было постоянно здесь жить, а кто согласится, у всех семя. Ну, а Виктору нужна была крыша над головой, да и был он одиноким, от этого и озлобился, стал пить алкоголь и вообще потерял себя. Сколько жалоб было на него, и все напрасно. Ответ был один: никого не видел, ничего не знаю. Вызывайте полицию и давайте мне сторожевого пса. Буду обходы делать, а собака будет мне помогать. Хозяева участков хоть и возмущались, но один все же привез собаку. Взял из приюта уже взрослого, внушительных размеров пса с грозным именем Трезор. Но так случилось, пес оказался невероятно добрым. Хвостом машет, лает в знак приветствия, радуется и своим, и чужим. Ну какой из него охранник? Виктор сначала пытался своего напарника воспитать. Методы у него, конечно, были варварские. То голодом морил, то на цепи держал. Трезор от таких методов стал только подальше забиваться в свою будку. Выходил только поесть. Это при условии, что хозяин вспомнит и нальет в миску жидкую похлебку. Виктор был недоволен и все время причитал: толку от тебя, как от козла молока. Только ешь, а охранять не охраняешь. В итоге он нацепил бедняге веревку на шею и потащил в лес. Увел подальше от поселка, чтобы не было слышно скуления, привязал к дереву и ушел, даже не обернувшись. Через неделю начали съезжаться дачники. Солнышко уже вовсю пригревало, и лето вступало в свои права. Александр был в числе тех, кто не прочь отдохнуть на природе. Его супруга Марина выращивала свою первую зелень, а дочка Верочка играла на траве, наблюдая за муравьями. Теплым июньским утром они решили прогуляться в лес всей семьей. Дело в том, что в той местности был небольшой родник с чистейшей водой. Родители решили показать дочке живую природу и набрать чистой воды. Идти надо было долго, но тропинка вела прямо туда, заблудиться было невозможно. До родника добрались довольно быстро, примерно за 1,5 часа. Пока отдыхали и пили по-настоящему вкусную воду, Верочка услышала вдалеке жалобный вой. На мгновение все перестали разговаривать и прислушались. Точно кто-то воет. А вдруг это волк? Нет, Вера, волки здесь не водятся. Похоже, какой-то пес попал в ловушку. Пробираясь сквозь кусты, Александр увидел собаку, которая была привязана к стволу одного из деревьев. Зрелище было плачевным. Пес совсем был худой, по бокам торчали ребра. Он пытался освободиться, но веревка крепко сдавливала горло, а от этого вокруг шеи появились красные следы. Пес увидел Александра и попытался скрыться за деревом. Но сил совсем не осталось, да и прятаться было особо негде. «Не бойся, я не буду тебя обижать. Кто же так с тобой поступил?» Мужчина аккуратно, очень медленно отвязал измученное животное, взял на руки и вынес к роднику. Девочка расплакалась, увидев беднягу. «Папа, мы же заберем его домой. Мы же поможем ему». «Конечно, Верочка. Поможем этому бедолаге встать на ноги и найдем хозяина, который будет заботиться о нем». В ближайшие 2 недели они выхаживали пса всей семьей. Вера ни на шаг не отходила от своего нового, неожиданно появившегося питомца. Она назвала его «Дружок». От ласки и любви он быстро начал восстанавливаться и окреп. Через несколько дней он начал хорошо кушать, и еще через некоторое время уже носился по двору вместе с девочкой. Лето пролетело незаметно, и совсем скоро нужно было уезжать в город. Квартира, в которой жил Александр со своей семьей, была маловата, и содержать большого пса в ней было не очень удобно и комфортно. Да и вообще, такой вариант никогда не рассматривался. Мужчина весь отпуск пытался пристроить дружка, но безрезультатно. Все в этом поселке уезжали в город, а жил постоянно только сторож.
Да ты спроси у Виктора, сторожа нашего, он вроде искал себе сторожевую собаку, да и зимой одному тут не так скучно будет. Его прошлый пес сбежал куда-то, говорила мужу Марина. Вера каждый день ходила гулять со своим другом и не хотела даже думать, что скоро им придется расстаться. Но чем ближе была осень, тем на душе становилось тоскливее. Каждый раз, когда довольный и радостный дружок подбегал к ней и смотрел своими добрыми глазами, девочка прижимала его крепко-крепко к груди и тихонько плакала. «Как же я люблю тебя, дружок! Обещаешь, что ты будешь помнить меня, и следующим летом мы обязательно встретимся». Пока дочь была на прогулке, Александр решил наведаться к сторожу, в надежде, что удастся пристроить пса и найти для него новый дом. Открыв дверь, мужчина увидел во дворе пустую будку и цепь. Рядом стояла миска, в которой на дне были засохшие остатки еды. «Значит, нет у него собаки, значит, есть шанс, что возьмет нашего дружка», — подумал мужчина. На крыльцо вышел Виктор в грязной белой майке и штанах с вытянутыми коленками. Он был небритым и помятым. В зубах была зажата тлеющая папироса. В душе у Александра стало неуютно и тревожно. «Виктор, собака нужна. Нужна сторожить ваши дома, будем с ней. Дело в том, что мы уезжаем, и нужно пристроить собаку, которая у нас оказалась случайно. Веди своего пса, посмотрю на него». Вернувшись домой, Александр дождался возвращения дочери и взял собаку на поводок. Дружок как будто почуял, что его хотят отдать другим людям, и жалобно заскулил. У всех четверых щемило в груди, но расставаться было необходимо. «Папочка, дружок самый лучший, он мой верный друг. Он даже помог мне встать, когда я зацепилась за ветку и упала. Не отдавай его, пожалуйста. Доченька, мы не можем взять такую большую собаку в город, пойми». Мама с дочкой стояли, обнявшись, и провожали взглядом Александра с дружком, пока те не скрылись за поворотом. Слезы сами текли по щекам. Приблизившись к дому Виктора, дружок стал скулить еще громче и тянул Александра за поводок. «Ну ты что, малыш, чего боишься? Так надо, не переживай». Виктор, увидев собаку, которую в конце весны увел погибать в лесную чащу, опешил. Челюсть сама по себе опустилась вниз, и окурок выпал на крыльцо. Он почесал свою голову и рассказал, как хотел избавиться от бесполезного охранника и что этот пес ему не нужен. Глаза Александра налились кровью, а кулаки крепко сжали поводок. Он схватил сторожа и замахнулся, но дружок громко залаял, как бы говоря: «Не трогай его, не связывайся». Девчонки очень удивились, когда увидели, что глава семейства возвращается не один. Вера бросилась обнимать дружка. Александр уже в пути принял решение. «Он едет с нами, только помойте его, чтобы машину не испачкал». Через пару минут мама с дочкой поливали довольного дружка из шланга, а пес радостно прыгал и облизывал свою новую хозяйку. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.